Thank you very much all for coming. Спасибо большое всем, кто пришли. Very, very honored and glad to be here in Moscow. Для меня это большая честь, и я очень рад быть здесь, в Москве. I would like to present to you this report on the workshop that we did on evolution. Я хочу представить вам этот отчет рабочей группы, который мы сделали по теории эволюции. The context of this is that we had two small workshops, one in Gainesville, Florida in June, and one in Wales, UK in July, with a few scientist devotees. У нас было две встречи вместе с преданными учеными, одна из них прошла в Гейнсвилле во Флориде в июне этого года, а другая прошла в Уэльсе, в Великобритании в июле. And this was co-sponsored by the TOVP and the Bhaktivedanta Institute for Higher Studies. И эти встречи были проспонсированы Храмом Ведического планетария и также Институтом высшего образования Бхактивиданта. It was really a momentous occasion because it was the first time where devotees were coming together to discuss the issues of the evolution. Это на самом деле была очень важная встреча, потому что впервые вайшнавы ученые собрались, чтобы обсудить эту очень важную тему теории эволюции. Until now, we had only had a few devotees talking about it separately, maybe writing some books, but always separately. This was a joint effort to understand what is it that we can say about evolution. И это очень важно, потому что до этого времени у нас были некоторые преданные, которые в разных частях мира говорили на эту тему или писали книги, но впервые мы сделали совместные усилия для того, чтобы поговорить на тему теории эволюции и поделиться, что же это такое. Among the attendees were Jyotirkarma Prabhu, who some of you may know him as Michael Cremo. He wrote Forbidden Archaeology, and also Lalitana Prabhu, who wrote Rethinking Darwin. И среди участников были Друта-Карма Прабhu, которого мы знаем как Михаэля Крему, который написал книгу «Запретная археология», и Лалитнатх Прабhu, который написал книгу «Переосмысление Дарвина». What was the motivation for this? И какова была наша мотивация? The amount of work that has been done on evolution theory in the past years has been very small. И количество работ, которые были выпущены по теории эволюции в прошедшие годы, были всего несколько, незначительные. We have a couple of books like Forbidden Archaeology, Rethinking Darwin, and Chisakira, and a few others speaking about evolution, but it's very limited. Но у нас были такие книги, как «Запретная археология» или «Переосмысление Дарвина», которые были опубликованы на эту тему, но это всего лишь несколько книг, и их было недостаточно. We had a request from the TOVP, which will be opening up in 2022, I believe, that their West Wing is going to be showing something about life. И мы также обратились к Храму Ведического планетария, который, я думаю, откроется в 2022 году. Мы сказали о том, что их западное крыло должно, где будет находиться ведический планетарий, должно что-то показывать о жизни. Besides being a temple, it is going to be a museum where they're going to show on the first stage things about about consciousness, then about life, and then about cosmology. И этот храм будет не просто храмом, но в западном крыле у него будет находиться музей, в котором сначала будет рассказываться о космологии. Consciousness. Сначала о сознании, потом о жизни и сверху на верхних этажах о космологии. And part of the exhibitions in life have to address the very important question of evolution. И часть выставок, посвященных жизни, должны также рассказывать об эволюции. It is also a way for us to create material for the gurukuls and for book distributors. И также это для нас вот эти вот встречи, это для нас способ создания материалов для гурукул и для распространителей книг. Many gurukul teachers were coming to us saying,
we don't know what to say to our children. We have to teach them about evolution, and they are already coming with questions about, well, Prabhupada never liked evolution, so what can we say about this? К нам часто обращаются учителя Гурукул, и они говорят, что нам нужно обучать детей и рассказывать им об эволюции. Но мы также знаем, что Прабхупада не любил эту тему эволюции, и мы просто не знаем, что рассказывать детям. And book distributors were also coming to us, asking us, what can we say about evolution to the people that we meet in the streets and ask about our position regarding this? И также к нам обращались распространители книг, которые встречаются с людьми на улицах, и люди их спрашивают о том, что они думают по поводу эволюции. И этим распространителям нужно было понять, что им говорить людям. One more motivation was that we want to inspire a new generation of scientist devotees. И еще один пункт нашей мотивации — это было вдохновение для новых поколений преданных, которые занимаются наукой. So here's a quick outline of the talk today. I'm going to talk about the evolution narrative. What is it that we understand with evolution? Then go into the idea of intelligent design and the Srimad Bhagavatam's version. Здесь краткое содержание моей презентации сегодня. Сначала я расскажу об эволюции повествования, о том, что мы поднимаем под эволюцией. Дальше о разумном дизайне, и следующая — это версия Шримад Бхагаватам. Having looked at Srila Prabhupada's take on evolution, then we're going to try to see if we can create a new narrative and how to enter into this dialogue. И мы поговорим о том, что Шрила Прабхупада говорил об эволюции, и посмотрим, сможем ли мы создать какое-то новое повествование. Finally, some action items that we decide to have for ourselves for the next meeting. И также, как мы сможем начать диалог, и я расскажу о некоторых других вещах, которые помогут нам перейти к действию. So, here's the evolution narrative in a nutshell. Здесь кратко расскажу об эволюции повествования. There are accidental mutations in every individual. Sorry? There are accidental mutations in every individual. Каждый индивидуум подвержен случаям мутации. Случайным мутациям. And some of these mutations are more advantageous than others for the survival in a specific environment. И эти мутации, одни из этих мутаций, они больше способствуют выживанию человека в определенных условиях, чем другие. Those individuals that have the more advantageous mutations will survive and procreate, while those without will perish. И индивидуумы, в которых происходили более удачные мутации, они выживают, а другие, они погибают. After a long period of time, when these mutations accumulate, they will create a new species. И после долгого времени, когда происходят эти мутации, то постепенно создается новый вид. You can see where we're going. Вы можете посмотреть, к чему мы идем. Now, at the very beginning, when the theory of evolution was postulated by Darwin, it immediately became a theory of debate. В самом начале, когда теория эволюции была разработана Дарвином, она стала предметом для споров и дебатов. The biggest debate at that time was, okay, maybe we can accept that animals evolved, but did we, human beings, evolve from animals? И самый основной спорный вопрос того времени, когда сама теория эволюции была разработана Дарвином, было то, что хорошо, мы можем признать, что животные проходили процесс эволюции, такой описанный Дарвином, но можем ли мы признать, что мы, люди, именно прошли такой этап эволюции от животных, что мы произошли от животных? Darwin's response to the idea of a God having made man was the question of how could a rational, all-loving God create such an unimaginative, violent world? И Дарвин, он говорил о том, что считалось, что Бог создал весь мир. Он говорил, что как же мог рациональный и вселюбящий Господь создать столь невообразимо жестокий мир. Place yourselves at this moment in England in the 1800s. Например, перенесемся сейчас в Великобританию в 18 век.
And it's a time when the Protestant church has rejected the authority of the Catholic Church. Это время, когда протестантская церковь, они отвергли главенство католической церкви и ее авторитет. And the only way that they can unite the people is by talking about how the idea of theology is very much linked with nature and the laws of nature. И в тот момент они могли объединить людей только тем, что теология, она очень сильно связана с законами природы. We have this very complicated body. У нас очень сложное тело. And it's working somehow perfectly. И каким-то образом оно работает совершенным образом. Surely this must show that there is a God. И, естественно, это показывает, что должен быть Бог. And just see how everything in nature is so perfectly working as well. И посмотрите, что все в природе работает также совершенным образом. In harmony. Все в гармонии. This must be the work of a very loving God. Наверное, причиной этому является вселюбящий Господь. A very rational, loving God. Очень рациональный, вселюбящий Господь. But then Darwin comes here and says like, no. И вот приходит Дарвин и говорит, нет. I can show you examples where there are so many different types of bird that are so similar to each other. Я могу вам показать, что есть очень много разных видов птиц, которые очень похожи друг на друга. If God was really God, why would he be so unimaginative? Why just such little changes? Why not just create a whole different species? Что если бы Господь, Он действительно был рациональным, и вообще Он существовал, то почему бы Ему не создать совершенно разные виды, а не так, что небольшие изменения у каждого? And this world is so violent. И этот мир такой жестокий. In nature we find examples where the parents eat their children. В природе мы можем найти примеры, где родители едят своих детей. And we see also examples where some species puts their eggs in the body of another, so that when those eggs hatch, the larva will eat the organism from the inside out. И также мы видим в природе, что одни родители могут отложить свои яйца в тело другого вида, и таким образом, когда эти вот эти вот организмы, они вырастают, они изнутри съедают этот организм, в котором были отложены яйца. Is this the work of an all-loving God? И это все действие вселюбящего Господа. Darwin did not say that there was no God necessarily, but he pushed him back as far back as possible, and say that, well, maybe he could have created the species, but then after that, it's all natural law. На самом деле Дарвин, он не отвергал Бога, но он его оттолкнул очень далеко и сказал, что, возможно, он создал, но процесс эволюции сам происходил без него. So he talked about the origin of the species, but not really about the origin of life. То есть он говорил о истоках разных видов жизни, но он не говорил об истоках вообще самой жизни. In the years to come, scientists would now start looking into the possibilities of an origin of life without a God. Но прошло время, и теперь ученые стали искать истоки жизни и не принимать, что там вообще присутствовал Господь. In this cartoon here, we see how Darwin had to reevaluate his theories when he witnessed God in action on the other side. И на этой картинке мы видим, что Дарвин, он Дарвину пришлось пересмотреть свои теории, когда он увидел Бога за работой. And then the thingy just needs an ear here. Looks hilarious, haha. И он сказал, что этой штуковине осталось добавить сюда ухо. И выглядит это очень забавно. Это он увидел, как Бог работает. Now, there's a response to this idea of evolution, which came under the name of intelligent design.
И ответом к теории эволюции стал так называемый разумный дизайн. There are people that say, it's impossible for you to say that the species came from gradual changes. Некоторые люди говорят, что невозможно сказать, что виды, они развились благодаря постепенному изменению. And some of the arguments that they give in terms of how to tell if something is in intelligent design are as follows. И вот некоторые аргументы, которые они говорят, что виды, они были созданы силой разума. One is the inference to the best explanation. Sorry? One is the inference to the best explanation. Логически мы приходим к наилучшему заключению. If you're walking down the beach, если вы, например, прогуливаетесь по пляжу, and you see a big mound, и видите большую гору, you could say, well, maybe it's made by the waves. И можете сказать, что, возможно, она была создана благодаря волнам. You keep walking. И вы продолжаете идти. Then you see these waveforms in the sand. А затем вы видите отпечатки волн на песке. And you say, well, these could have been made by the wind. И вы говорите, что, возможно, это сделал ветер. And then you keep walking. И вы продолжаете идти. And then you see a Rolex. И затем вы видите Rolex. And then you say, well, maybe the sun fused the silicon and the wind started shaping these gears. And the gears came together after many years together. And finally, after a long time, it created a nice Rolex. И затем вы думаете, что, возможно, солнце под влиянием солнца растопился силикон, и потом ветер, он создал все эти механизмы, и в итоге вы видите такие прекрасные часы, создала природа. Logical, isn't it? Логически, не правда? Probably not. Возможно, нет. So that's the argument that they say. It's obvious that this watch is something very different from these other things that nature can do. И если мы будем логически размышлять, то можно понять, что часы, они значительно отличаются от того, что было создано природой. Then there is the argument of irreducible complexity. Также есть аргумент, который называется сложность, не поддающаяся снижению. The example that they give is that of a mousetrap. Они приводят пример ловушки для мышей. According to evolutionary theory, things just change little by little in a way that they are going to make something better, a certain function better. Согласно теории эволюции, все виды, они изменялись очень постепенно, и изменения эти происходили к лучшему. But in something as simple as a mousetrap that has just, a few things like the base, holding bar, spring, catch, hammer. Но в такой несложной конструкции, как ловушка для мыши, в которой есть место, куда кладут приманку, также основание самой ловушки, и есть механизм, который закрывается. If any of these things were to be taken out, or if any of these were modified a little bit, the mousetrap would not work. И если какой-то из этих элементов мы убрали из этой ловушки, или какой-то из них модифицировали, то сама ловушка не работала бы. So how can you say that this, an organism, evolved? И как можем сказать, что появился какой-то организм? And for this they give the example of the flagellum in a bacteria. Благодаря, который совершенно другой. И здесь мы можем привести пример. Flagellum. Хвоста у жгутик, да. В общем, у бактерий, жгутик у бактерий, да. That. They say that if in something as simple as a bacteria, if you look at the flagellum, its mechanism is so complex. Если вы посмотрите на жгутик у бактерии, такой маленькой бактерии, мы можем увидеть, что весь механизм очень сложный. It has a rotor, it has a stator,
it has these membranes, it has a propeller. It's very complicated. Это очень-очень сложный механизм, который состоит из многих-многих деталей. And if you were to just change anything in there, it just won't work. И если вы что-то хоть немножко измените, то весь механизм не будет работать. How can you explain this? То как можно это объяснить? And further there, they talk about specified complexity, which is the same irreducible complexity that I just explained, but with the extra idea that there's a purpose behind this complexity. И также они говорят о специфической сложности. Это то же самое, что сложность, не поддающаяся снижению, но здесь есть предназначение у этой сложности. Есть какой-то замысел за этой сложностью. Now, some of these arguments, such as irreducible complexity, were put forward during Darwin's time by scientists who were not necessarily religious. И вот эти вот аргументы, они были выдвинуты не учеными, которые противостояли Дарвину, и не обязательно они были связаны с религией. Most of the modern arguments nowadays are just newer versions of that. И многие аргументы, которые сейчас выдвигаются, они просто модернизированные версии тех аргументов, которые были тогда. The arguments are valid. И эти аргументы, они истинные. But now the scientists just don't want to hear them. Но сейчас ученые, они не хотят просто слушать эти аргументы. The common response that they give is, where engineers see design, we biologists see natural selection. И просто они выдвигают, они говорят, что мы инженеры, мы смотрим на дизайн, а мы биологи смотрим на эволюцию. Even arguments on statistical impossibility, they are just brushed off. И даже некоторые аргументы, statistical impossibility. На статистическую невозможность, они просто отметаются. Once Sariputta Prabhu was giving a lecture at a university, speaking about this, this statistical improbability. И однажды Садапуда Прабху давал лекцию в университете и говорил о статистической невозможности. And one professor at the back, he told him, well, yeah, it's true all that you're saying. И один профессор, который сидел сзади, он встал и сказал, да, все, что вы говорите, это правда. It is incredibly improbable that it happened. И совершенно невозможно, что это случилось. But it happened, and here we are. Ну, вот оно произошло, и мы здесь находимся. So, at that point, Sariputta Prabhu said, that took the air from my sail. Sorry? That took the air from my sail. I'm sorry. That what this professor had just said took the air from my sail. И он сказал, что то, что этот профессор сказал, он просто поставил меня в тупик. Darwinism. Hear no intelligent design, see no intelligent design, speak no intelligent design. Дарвинизм — это я не слышу разумный дизайн, я не вижу разумный дизайн и не говорю о нем. This is just playing on the hear no evil, see no evil, speak no evil. То есть это просто аналогия на что я не слышу ничего злого, не вижу ничего злого и не говорю об этом. Yes. Можно обратиться к Ишвара-читанию, у него есть новые подходы к дарвинизму, к разумному дизайну. Новый аргумент, не знаю. Ишвара-читание? Да, You can approach Ишвара-читание, Prabhu. He has new arguments on Darwinism and the design. Okay, that'd be a good thing to look into. So now let's look at the Srimad Bhagavatam's version. А теперь давайте посмотрим на версию, которая представлена в Шримад Бхагаватам. I guess that some of you have heard about there being 8.4 million species. Я думаю, что многие из вас слышали, что существует 8 миллионов 400 тысяч видов. Prabhupada spoke about that quite often. Шрила Прабхупада часто об этом говорил. And he even gave a shloka where it gives the breakdown of
okay, of these 8.4 million species, 400,000 are human, 900,000 are aquatics, etc. И он даже привел шлоку, в которой говорится о том, что какое количество видов человеческих, какое количество видов рыб и так далее. So when we started looking into, okay, where is this shloka? И когда мы посмотрим, откуда же эта шлока была взята, We couldn't find it. мы не могли найти это. And Prabhupada gives the shloka especially in the Chaitanya Charitamrita, and it says there, Vishnu Purana. И эта шлока приводится в особенности в читании Чаритамрити, и там написано, что она взята из Вишну Пураны. So we looked into Vishnu Purana. И мы посмотрели Вишну Пурану. It's not there. Но там ее нет. Then we saw that in some of the room conversations, the transcripts of the room conversations, Prabhupada again quotes that verse. И затем мы пересмотрели записи, записи бесед Шрила Прабхупады, где он цитирует эту шлоку. And in these transcripts, when he quotes it, it says Padma Purana. И там в транскрипции этих бесед написано после этой шлоки, что она взята из Падма Пураны. It's not in the Padma Purana. Но в Падма Пуране ее нету. On the internet we looked, and some people say it's in Vishnu Purana, some people say it's in the Padma Purana, some people say it's in the Skanda Purana. И также мы смотрели в интернете, и некоторые люди говорят, что эта шлока взята из Вишну Пурана, некоторые, что из Падма Пурана, а некоторые говорят, что из Сканда Пурана. It's hard to find versions of the Skanda Purana that have an index on the back with the shlokas. Но очень сложно найти версию Сканда Пураны, в которой есть сзади индекс шлок, который находится в ней. So it may be in the Skanda Purana, maybe not. Anyway, it's not in the Vishnu and it's not in the Padma Purana. И, возможно, эта шлока находится в Сканда Пуране, но точно ее нет в Вишну Пуране и в Падма Пуране. Проблема же не то, что какой-то шлоки нету в Пуранах. Мы не можем найти в современных изданиях Пуран. The problem is not that we cannot find a verse in modern versions of Puranas. Проблема, что просто мы не знаем контекста этой шлоки. The problem is that we don't know the context of this shloka. Yes. Потому что очень многих стихов, которые цитируют Ачарьи, в современных Пуранах нету. И мы знаем, что из 24 тысяч шлок Вишну Пурана дошло только 7. And there are many shlokas which are quoted by our acharyas which we cannot find in the modern versions of Puranas, and we know that in Vishnu Purana from 24,000 shlokas we have only 7. Yes. So yes, as Damodar Pandit Prabhu is saying, the problem is that we wanted to see whether or not we could get a context of this. What did the previous shloka say? What did the shloka afterwards said? И да, все верно, как Прабху сказал, что мы хотели найти контекст, в котором была произнесена эта шлока, какая шлока была до нее и какая была после. And are there any commentaries on the shloka? И есть ли какие-то комментарии на эту шлоку? If we don't even know the shloka, А если мы даже не знаем, где находится шлока, то мы не можем найти. What we did find was that in a text from the Sankhya philosophy that called Sankhya Karika, it talks about species, but it talks about 14 species. Но что мы нашли, это то, что в одном тексте, который называется Санkhya Карика, говорится о 14 видах. Там есть такая шлока. So what this tells us is that the Vedic point of view of the species was not unanimous. То есть это нам говорит о том, что ведическое представление о количестве видов не было единым. But it did both of these ideas of the 8.4 million species and the 14 species both are based on the modes. Но оба этих данных, это 8 миллионов 400 тысяч видов и 14 видов, они основаны на гунах. In the Bhagavatam, it's also not so clear how strict or how non-strict it is for one species to turn into another.
И также в Бхагаватам не описано, насколько строго или не строго один вид может или не может переходить в другой. We hear about the evolution of consciousness through the species. Мы слышим в Бхагаватам об эволюции сознания, которая проходит по видам. Through reincarnation. То есть реинкарнация происходит. And we hear about the origin of the species. И мы также слышим об истоках всех видов. From Lord Brahma first. Сначала от Господа Брамы. Then from Prajapati Daksha. Затем от Праджапати Дакши. And then from Kashyapa Muni and his wives. А затем от Кашьяпа Муни и его жен. One of the questions that we had was, well, how is it possible that, or how, in what way could it be that Kashyapa Muni had, for example, birds in the womb of one of his wives, or reptiles in the womb of his wives? Один из вопросов, который мы задавали, это как возможно, что у Кашьяпа Муни, у жен в чреве возникли птицы или рептилии. You know, it sounds kind of weird, you know, just like, did the wife have like a big ostrich egg, and from that, you know, something came out? Звучит очень странно, что у жены она снесла яйцо, и из него произошел какой-то вид. Sariputta Prabhu gave one possible explanation for this. Садапута Прабху, он дал нам одно возможное объяснение этого. He said that it may have been possible that Kashyapa Muni with his wife turned into the species. They united sexually, and that the wife, as this species had, you know, some offspring, then they turned back into their original selves. Он сказал, что возможно Кашьяпа Муни и его жена, они превратились в этот вид, потом у них произошел сексуальный контакт, и потом жена дала потомство, произвела потомство, и после этого они обратно перешли в свои обычные тела. Certainly, it makes much more sense that way. Таким образом звучит гораздо более правдоподобно. And now we know, if that is the case, what came first, the chicken or the egg? И теперь мы знаем, что если так именно происходило, что произошло сначала, курица или яйца. Here's a quote from Paul Davies, a famous physicist. Есть цитата от Пауля Дэвиса, очень известного физика. The origin of life is one of the greatest outstanding mysteries of science. Источник жизни — это одна из величайших загадок науки. So now let's talk about what Prabhupada said on evolution. А давайте теперь поговорим о том, что Шрила Прабхупада говорил об эволюции. Certainly, many of his statements he's attacking evolution. Во многих своих высказываниях Шрила Прабхупада атакует теорию эволюции. But if it could be argued that most of these statements are attacking not so much the theory itself, but the atheistic conclusions and also the idea that only science can explain the world. Но также можно сказать, что большинство из высказываний Шрилы Прабхупады, они атакуют не саму теорию эволюции, а атеистические выводы, которые были сделаны из самой теории. Some of those statements actually reflect the limited information that probably he was given by his non-expert disciples. Некоторые высказывания, они основаны на неполной информации, которую ему предоставили его ученики, которые не являлись экспертами в науке. You know, you hear sometimes Prabhupada saying, well, Darwin's grandfather may have been a monkey, but not mine. Например, мы можем слышать такие высказывания, когда Шрила Прабхупада говорит, что, возможно, дедушка Дарвина был обезьяной, но мой дедушка ей не был. Any evolutionary biologist would say like that's he didn't understand. И каждый биолог, который занимается эволюцией, он тогда скажет, что Шрила Прабхупада не понимал на самом деле. But this was really the information that he was being given by his disciples at that moment. Но на самом деле эту информацию давали ему его ученики в тот момент. Шрила Прабхупада получил такое классическое западное образование. Ведь колледж, в котором он учился, там были преподаватели танцами, и система, так сказать, которая
которую он следовал, также была западным. But Srila Prabhupada, he got a classic Western education in his college, and all his teachers were British, so he followed like the British science. I mean, he studied British view on the science, like Western science. That could have been the case, but when you study evolution in school, it doesn't go through all the different details of it. Да, возможно, именно так, но когда вы изучаете эволюцию в школе, то все детали не изучаются. It's a very broad understanding. Дается только очень общее понимание. And there are so many things that we learned in school that we don't remember anyway nowadays. И кроме того, то, что мы изучаем в школе, мы часто и не помним сейчас. So also some of the statements that Prabhupada seems to have said are not really so. И некоторые высказывания, которые кажется, что Шрила Прабхупада делал, оказывается, что он их не делал. One example is the book Life Comes from Life. Например, один из примеров — это книга «Жизнь происходит из жизни». So many devotees have read there, how Prabhupada is just like very much against those atheistic scientists. И многие преданные, они читали в этой книге, как Шрила Прабхупада, он полностью против атеистических ученых. Then some of the devotees from the Bhaktivedanta Institute were looking into this book because this book is quoting from Prabhupada and his disciples from morning walks in Venice Beach. И некоторые ученые из Института Бхактивиданты, они изучили эту книгу, потому что в этой книге приведены цитаты Шрила Прабхупады и его учеников из утренних прогулок. He was comparing the transcripts from the actual morning talk and the statements from the book. И они сравнили транскрибации этих утренних бесед, утренних прогулок и цитат, которые приведены в книге. He couldn't find two words that matched. И они не смогли найти ни одного слова, которое бы совпадало между ними. Why was this the case? Почему так произошло? So, doing a little bit more investigation, he saw that the book was really written first in German by some German disciples of his. И на самом деле этот ученый, который исследовал эту книгу, он выяснил, что данная книга была изначально написана на немецком языке одним из немецких учеников Шрилы Прабхупады. It seems like these disciples, they got hold of the tapes, they listened to those tapes, and then very imaginatively paraphrased what Prabhupada said. И, видимо, эти ученики из Германии, они получили эти записи Шрилы Прабхупады, утренних прогулок Шрилы Прабхупады, послушали их и очень креативно переписали это в книгу. Then they published that in German. И затем они опубликовали книгу на немецком. And then it was translated into English. И потом ее перевели на английский. And then from the English to all other languages. А с английского на все остальные языки. And in there, these devotees, they were just like very fired up, devotees that, wanted to hear Prabhupada saying like, like kick with boot in the face to scientists. И кажется, что эти преданные, которые писали эту книгу, они были очень энтузиастичными и хотели увидеть, как Шрила Прабхупада, он просто размазывает атеистических ученых. And what you really find in the actual conversations is a more nuanced Prabhupada. Но что мы находим в изначальных беседах, которые Шрила Прабхупада проводил со своими учениками, там гораздо больше нюансов. Also, arguably, some of Prabhupada's strongest attacks were aimed at breaking the disciples' faith in temporary conclusions of science. И также одна из основных целей Шрила Прабхупады в этих атаках была в том, чтобы сломать веру его учеников в заключение и в теории современной науки.
By the way, the book Life Comes from Life, after this was shown to the BBT stopped publishing it. И на самом деле, когда мы показали результаты исследования этой книги «Жизнь происходит из жизни», BBT перестали издавать ее. Published in Russian. Но она еще издается на русском, да, ведь? Ну, это недавно совсем. Was it recently? Yes. Okay. So it may take some time. Может быть, займет какое-то время другое. Here's a quote from a purport in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 4th chapter. Fourth chapter. 24th chapter. А это цитата из комментария Шрила Прабхупады к стиху в 4 главе, в 4 песне, 24 главе. In the bottom here, we see that he says, the followers, at the very bottom, it says, the followers of the Vedic instructions cannot accept the Darwinian theory of evolution, for it is marred with imperfect knowledge. И внизу он говорит, что последователи философии Вед не могут принимать эволюционную теорию, созданную Дарвином, человеком, чьи познания были далеко не совершенны. So this was 4th canto, 24th chapter. Это 4 песня, 24 глава. This is also 4th canto, 24th chapter. И это та же песня, та же глава, 24 глава. And notice how it says that let us begin tracing the evolutionary process from the point of devastation, pralaya. И здесь написано, давайте рассмотрим процесс эволюции с момента разрушения Вселенной пралая. When the whole universe was filled with water. Когда вся Вселенная была заполнена водой. At that time, there were many fishes and other aquatics, and from these aquatics evolved creepers, trees, etc. А на этом этапе существуют только рыбы и другие обитатели вод. В процессе эволюции обитатели вод становятся растениями, деревьями и так далее. From these, insects and reptiles evolved, and from them, birds, beasts, and then human beings, and finally, civilized human beings. Из них, в свою очередь, развиваются насекомые, пресмыкающиеся, которые затем превращаются в птиц, животных и людей. So, И, наконец, в цивилизованных людей. does this sound to you like evolutionary theory? Не правда ли звучит как теория эволюции? It somehow seems that Prabhupada may have conceded that evolution could have come in a way similar to the way that scientists have said. Кажется, что Шрила Прабхупада думал, что эволюция проходила таким же похожим процессом, как описывают ученые. Now, was he just doing this as a sort of argument to try to get a certain point across? Что он использовал это как аргумент, который вставал поперек эволюции? Or should we take this to be the really what happened, at the last from the last the devastation, pralaya? Или мы должны это принимать как правду, как то, что происходило с момента предыдущего разрушения Вселенной пралая? We don't know. We have to see. Мы не знаем. Нужно разобраться в этом. Next. Следующий. How life on Earth really got its start. Как на самом деле зародилась жизнь на Земле? Zogs biomedical waste. Это с помощью вот этих бактерий, с помощью биомедицины. Отходов. Okay, so we try to create a new narrative now from all of this information that we've gathered. И теперь мы постараемся создать новое повествование, новый нарратив с помощью всей информации, которую мы собрали с разных источников. What we see is that there are many different devotees, scientists with many different ideas and opinions. Что мы видим, что есть очень много ученых преданных, у которых очень разные мнения. And some of them say that we do not totally agree with the mechanistic explanation for life. И некоторые из них говорят, что мы полностью не согласны с механистическим обоснованием истоков жизни. Some of them say that the origin of the species from the Bhagavatam can only be introduced once you talk about the demigods and their place in the universe. А другие говорят, что то, что написано в Бхагаватам, об истоках всего можно
можно объяснить только истоки полубогов и все, что связано с ними. Все, что связано с ними. But we do see that we have to reconcile certain differences with paleontology. Но мы также понимаем, что нам нужно найти общие моменты из разных теорий, также с палеонтологией. Some of the devotees say that, we may not be seeing Dhruva's kingdom. Некоторые преданные говорят, что нам царство Друвы может быть и не видно. It may be that what scientists are seeing to be the evolution of the world is really what we can see in a very limited three-dimensional view of existence. И некоторые говорят, что то, что видят ученые, оно находится только в ограниченном пространстве с помощью в формате 3D. Some devotees say that the species may or may not have appeared in the manner explained by evolutionary theory, as we just saw from Prabhupada's statements. Некоторые преданные говорят, что виды, они могли появиться, а могли и не появиться путем, представленным в теории эволюции. And we hear that the species are always existing. И мы слышим, что виды, они всегда существовали. And there are two ways in which we can interpret this. И мы можем интерпретировать это двумя способами. The species are always existing, but somewhere in the universe. Что виды, они всегда существуют, но они существуют где-то во Вселенной. Prabhupada sometimes asks, where are the dinosaurs? И Шрила Прабхупада говорил иногда, что где же динозавры? And he would say, in other planets. И он сказал, на других планетах. Also, the other idea is that the species are always existing, but only in a potential form, that until the right conditions and karma manifest. И также мы можем сказать, другой способ объяснить это, то, что виды, они всегда существуют, но не в проявленном состоянии, пока не проявилась эта карма и условия, подходящие для их появления. Here's a quote from a very nice movie. An idea is like a virus, resilient, highly contagious. The smallest seed of an idea can grow. It can grow to define or destroy it. Есть очень прекрасная цитата из одного фильма, в которой говорится, что идея, подобная вирусу, живучая и заразная. Даже малейшая идея может прорасти. Она может сформировать тебя или разрушить. Anybody know where this is from? Кто-нибудь знает, с какого фильма? Начало. The Begin? Я не помню, как это по-английски. Yeah. I don't remember in English. Inception. Inception, yeah. Okay, good. Also, we hear that there are different trends in biology now. Также мы видим, что сейчас есть некоторые сдвиги в биологии. Such as systems biology. Биологии систем. Where there is the idea that the DNA is not the only one that is directing everything. И сейчас ученые начинают говорить, что ДНК не является руководителем всего. Не только ДНК. Like a machine. Как машина. But that actually there is a possibility where the whole system has to be taken into account, the whole organism. Но они говорят, что нужно принимать во внимание весь организм, всю систему. An example of this is some bacteria whose genes for creating a flagellum were knocked off. И примером этого являются некоторые бактерии, у которых гены для производства for production. Yeah, for producing the flagellum, the tail. У которых образуется вот этот вот хвостик, жгутик. They were. The genes were knocked off. Were removed. Что у них не было этих генов, на самом деле. Удалили, да. Facing starvation, the bacteria grew a flagellum in 4 days. Но при этом у бактерий, у которой был удален этот ген, у нее за 4 дня вырос этот жгутик, хвостик. How did it do it? Как они это сделали?
the gene, when they looked, was still knocked off. И они посмотрели опять эту бактерию, и гена там не было этого. Well, the bacteria just, went around and used another gene so that it could create the flagellum it needed. So it went around? Yeah, it went around and took another gene to do it. Но эта бактерия, она каким-то образом у другой бактерии, видимо, взяла этот ген для того, чтобы... Другой свой ген. Она использовала другой ген, чтобы вырастить. So this is showing that actually it is the organism that is using the DNA for what it needs, and not that the DNA defines the organism. То есть это пример показывает, что именно организм использует какие-то определенные гены для того, чтобы сделать что-то, а не ДНК управляет всем. This opens up the possibility of speaking about the drivers of evolution not being just the genes, or being just things like mutations and natural selection, but actual things like the desire for survival, the desire for knowledge, the desire for pleasure. И это позволяет нам говорить о том, что основой эволюции являются не гены и не мутации, а желание организма к выживанию, к обретению знаний, к наслаждению. This is the real evolution driver. Вот это настоящий источник эволюции. Don't walk away when I'm talking to you. Не уходи, когда я с тобой разговариваю. So we saw that there is some important research to be done. Мы поняли, что необходимо провести исследование. We want to be able to show things such as the fact that the organism or the organism's desires are the drivers of evolution. Мы хотим показать, что организм или желание организма является источником эволюции. That the organism is an ecological unit. Что организм — это экологическая система. And maybe if we look at the geological strata, we might find that whenever certain plants come about, certain animals that use those plants also come about at the same time. И если мы посмотрим на геологический срез Земли, то мы поймем, что растения, которые появились в какой-то определенный момент, и животные, которые появились в какой-то момент и ели эти растения, они появились в одно и то же время. Showing that the bodies exist there is to facilitate experiences. То есть это показывает, что тела, они возникают для того, чтобы чтобы проявить какой-то опыт. It was also said that in this research it's important that we hear from the scientists themselves and not just so that we don't create straw man arguments. Sorry? It is important for us to learn from the scientists themselves so that we don't create straw man arguments. И также нам нужно слушать самих ученых, а не дискуссировать с какими-то теориями, которыми полностью не разобрались. And there are interesting ideas that we want to develop, such as the fact that consciousness is covered in different degrees in different bodies. И также есть интересные мысли для размышления. Первое — это то, что сознание у разных видов в разной степени покрыто. The idea from Vedanta Sutra that we are afraid of death because we've experienced it before. Или идея, которая взята из Веданта Сутры о том, что мы боимся смерти, так как мы сталкивались с ней ранее. Also the idea that the buddhi, through the gunas, could be the purpose provider. И также еще одна мысль — это то, что использование вектора гун для объяснения тантматр и маха-бхут, а также то, что будхи, а также о том, что будхи — это наделяющие гуны, о том, что наделяющие гуны смыслом фактор. If we look at the guna space where here's sattva, here's rajas, and here's tamas, every single point in here is a combination of those three modes. Если мы посмотрим на этот треугольник, где сверху находится саттва, слева тамас, а
с другой стороны раджас, то мы посмотрим, что каждый треугольничек внутри, он является комбинацией этих разных гун. Then we can divide this into 14 or 8.4 million. И тогда мы можем разделить этот треугольник на 14 равных частей или на 8 миллионов 400 тысяч. And each one of these triangles here will represent a different species, a different jati. И каждый из этих треугольников будет показывать какой-то определенный вид. And even within these triangles, you have different points Но также в этих треугольничках есть разные окончания, that will represent different variations of that species. которые могут показывать различные подвиды этого вида. So now we can speak about something like evolution of consciousness through the different species in a way that is visual. И тогда мы сможем говорить об эволюции сознания через эти виды, и мы можем представить это наглядным образом. As a person goes more into a certain mode, they will be contacting that a certain species of life. То есть, например, когда человек он проходит через определенную стадию какой-то гуны, то таким образом какая-то личность проходит через стадию какой-то гуны, то таким образом оно будет контактировать с определенным телом. Diplomacy is like jazz, endless variations in the theme. Дипломатия подобна джазу, бесконечная вариация на тему. So how do we enter this dialogue? Well, there are different devotees with different ideas. А как же нам начать диалог? Есть разные преданные с разными мнениями. Some devotees say we should just, have cutting arguments and go against those scientists. И некоторые преданные считают, что мы должны занять жесткую позицию и просто бороться с этими учеными. Some other devotees say we're not intelligent designers. А некоторые преданные говорят, что мы не занимаемся разумным дизайном. Because we don't think that the species were designed at some point, but that they are being created and destroyed continuously. Потому что мы не говорим, что виды в какой-то конкретный момент времени были созданы, но то, что они были разработаны. Но мы говорим о том, что они создаются и разрушаются в какой-то определенный период времени. Постоянно. And other devotees say, well, maybe it would be good to use those arguments from intelligent design, but how do we do it without being labeled as the Hindu intelligent designers? Другие преданные говорят, что как же мы можем использовать какие-то аргументы из разумного дизайна и при этом не поставить себя в ситуацию, когда на нас будут смотреть как на тех, кто занимается разумным дизайном, как индуистов, которые занимаются разумным дизайном. What we see is that the consciousness-based evolution models are a way to enter that dialogue in a friendly way, in a way to expand the knowledge, not to debunk theories. И что мы видим, что теории, основанные на эволюции сознания, дают нам возможность начать диалог дружелюбным образом, а не и развивать это знание, а не просто разбивать теории. Finally, there were some action items that we said we have to do, such as we have to investigate better the known evidence that there is out there and the known theories. И каковы должны быть наши действия? Это первое, мы должны тщательнее исследовать различные линии доказательств теории эволюции. So that we don't create strawman arguments. Чтобы мы не создавали какие-то бессмысленные споры. And so that we can create good models. И чтобы мы смогли создать хорошие модели. We also are writing now a report to the TRVP, briefing them on the workshops. И также мы составляем сейчас отчет для храма ведического планетария, который рассказывает о нашей работе. Speaking about investigation. Если мы поговорим об исследованиях, we know that the elephant died when he jumped off the roof, but as for the other guy, it's a mystery. Мы знаем, что слон умер, когда спрыгнул с крыши, но вот в отношении другого парня это полная загадка. So
So, final thoughts. There are plurality of views here among the devotees. Также можем говорить о том, что есть плюрализм взглядов среди преданных. At this moment, what we can present at the TOVP is a metaphysical proposal, not really science. То, что мы сейчас можем презентовать храм ведического планетария, это не настоящая наука, а метафизические предложения. But we can also talk about what it is needed to turn those metaphysical proposals into actual science. Но при этом мы можем сказать им о том, что необходимо для того, чтобы сделать эти метафизические предложения настоящей наукой. Models are useful to show the importance and relevance of our philosophy. Модели, они полезны для того, чтобы показать важность и актуальность нашей философии. And finally, and one of the most important things for me, these sessions helped young scientist devotees to see how to apply their previous academic knowledge to Krishna consciousness. И также, что очень важно, что наши встречи помогли молодым ученым, преданным, увидеть возможность применения ранее полученного академического знания в сознании Кришны. Here's a picture of the devotees that were involved here in Gainesville in June and there in Wales in July. И вот фотографии, которые были с наших встреч. Слева это в Гейнсвилле, которая проходила в июне, а справа в Уэльсе в июле. Thank you very much. Спасибо большое. Вот такой момент, вопрос, да, в том, что по палеонтологии, да, то есть очень часто говорят, что вот эти виды умерли, там, динозавры, но на самом деле каких-то динозавров не было, да, просто я был в музее палеонтологии и с детства этой темой интересовался, прям с 2 класса, там, книжки вот эти всякие. И я задал вопрос этому ученому, экскурсоводу, который вот в этом институте палеонтологии, который на теплом стане находится. И говорю, а что с динозаврами-то были? Куда они делись-то? А он говорит, они просто птицами стали. Я говорю, и к чему я это говорю, что если посмотреть на вот эти виды, да, которые современные, и те виды, которые были раньше, то это просто современные виды, это просто уменьшенные копии тех видов, которые были раньше. Вот такая вот идея. Вот можете как-то перевести, да, что те виды, которые сейчас, и те виды, которые раньше, это просто уменьшенные копии. А вот эти динозавры, они просто их так нарисовали. Но на самом деле они выглядели как современные вот обычные ящерицы, обычные птицы. Вот так вот. So the point is that once in terms of paleontology, and once I was in a museum where they have the dinosaurs and all that stuff, and I asked a guide there who was a scientist who was working in a university there, and I asked what happened to dinosaurs, and he said that they just became birds. And actually, if we look at the species, then we can see that what was before, it was like a bigger version of the species that we have now. And the dinosaurs, they were not like we see them. I mean, the pictures that we see now, it's just people, they draw them in this way, but they were maybe like other reptiles that we know now, but they were bigger before. So maybe this idea that the species, they can become bigger or smaller. Well, there is the idea, yes, that in previous yugas, the size not only of the animals but also of the humans was much bigger. Да, есть представление о том, что в предыдущей юге не только размер животных, но и размер человека был больше. You know, we hear how Lord Balaram married somebody from a previous age, and to, you know, because she was so tall, he just got his plow and brought her down to the size that he needed. Например, есть история о Господе Балараме, который женился на девушке, которая была из предыдущей юги, и поскольку она была такой высокой, что он взял свой плуг и просто ее уменьшил в размере. So
there's the idea with this with the triangle of the species, that maybe there's a prototype of a species, and this prototype maybe through the different yugas changes. So there's a variation, but there's a specific prototype of it. То есть, если мы возьмем вот эту идею с треугольником из разных гун, то мы можем предположить, что есть какой-то прототип определенного вида, и в разные юги он немножко изменяется, но есть определенный прототип. So we could concede that yes, there is some sort of mutations that happen to some degree to change, but the species is always there. То есть мы можем предположить, что происходит определенная мутация для того, чтобы немножко изменилось это как бы тело, но прототип, сам вид, он не изменяется. Просто еще небольшое добавление. Мы знаем, что в Шримад Бхагаватам есть такая же история, 10-й песни о Мучукунде, который также, помните, очень долго спал, он утомился, он сражался с полубогами, да, лег спать и нечаянно испепелил демона, проснувшись, да. Но когда он вышел из пещеры, где он спал, он тоже заметил, что все значительно уменьшилось, потому что он спал как раз на рубеже юга. То есть все уменьшилось в размере, потому что в предыдущую эпоху, когда он ложился спать, все было значительно больше. То есть есть много таких свидетельств. Yeah, there is a story in Srimad Bhagavatam in the 10th canto about Muchukunda, who was sleeping, and when he woke up, because he was sleeping on the change of the yugas, and when he woke up, he noticed that everything became smaller. Then, so there are many evidences that. Yes, there are these things we do have to take into account as we create this new narrative. Да, когда мы создаем новое повествование, новый нарратив, то мы должны принимать во внимание вот эти вот вещи, то, что размер меняется тоже. Вопрос, как представление научной картины мира, основанной на ведах, как вот решить такое противоречие с современной наукой, что там же в основе пишет, что все из материи, то есть нет ничего, кроме материи, по сути. Вот. А как бы наша философия, она основана на том, что есть духовный мир, есть Кришна, есть сознание, которое отлично от материи. Ну, вот это, то есть это такое фундаментальное противоречие. Как, имея это противоречие, дальше уже строить вот какой-то диалог. How can we have a dialogue with modern science? Because in modern science, the basis is that the origin is matter. But in our Krishna conscious philosophy, the origin is spirit. And also there is a spiritual world and everything like this. So how can we reconcile both positions, and how can we create a dialogue? Because they're completely different. So, yeah. If we try to go full on at the very beginning with here's Prajapatis and everything, it's going to be very hard. Да, если мы будем сразу же говорить с самого начала, что вот были Праджапати, то очень будет сложно построить этот диалог. So that's why we're saying that the very beginning could be, let us just introduce the idea of consciousness. И поэтому в самом начале мы говорим, что давайте мы будем презентовать идею о том, что есть сознание. The idea of consciousness is very attractive in some way. И идея о сознании, она очень привлекательна. As I said, because we don't really, it's not really satisfying to say that everything that we do is because our genes are making us do it so that they can pass themselves to another generation. Sorry. Our genes? Our genes are making us do everything that we do because they want to pass themselves to other generations. То есть не привлекательна идея о том, что наши гены, они все как бы являются источником всех изменений, и таким образом все эти изменения переходят в будущее поколение. There's a more interesting idea, which is that I'm doing this because I desire pleasure. Но гораздо более привлекательная идея о том, что я сам это делаю, потому что я желаю наслаждения.
Ananda Maya Vyasat. Ananda Maya Vyasat. There's that makes much more sense. Здесь гораздо больше смысла в этой идее. But then you have to take the whole organism into account. Но тогда нужно принимать во внимание весь организм. And this is something that the scientists are always starting to do. И это то, что ученые всегда пытаются делать. So maybe we can talk at this moment of evolution, a consciousness-based evolution. То есть в данный момент мы можем предложить идею о эволюции, которая основана на сознании. And that is what some of the devotees are beginning to research on. И именно этим сейчас занимаются некоторые преданные, начинают заниматься. Исследовать еще один момент. Это ответ матушки на вопрос. То есть, когда создавались эти все концепции, даже современная физика знала, что атом неделим. Они были уверены в том, что атом неделим. В начале 20 века были сделаны открытия, когда стало понятно, что даже атом, то есть атом, вообще слово атом означает неделимый, мы знаем это. Ну, то есть только в начале 20 века, уже после того, как были созданы эти концепции, то есть, собственно, идеологические концепции, да, было понятно, что атом делим, что он в свою очередь состоит из более мелких частиц. И что самое интересное, последние научные открытия физики подтвердили, что самая мельчайшая частица квант, она вообще не материальна. Это сгусток энергии. То есть вообще материи как таковой нет с точки зрения тех же самых научных открытий физики. Да? Это и есть ответ, самый аргументированный. Просто учебники надо долго переписывать. Это очень, надо заморачиваться, да, чтобы все учебники взять и переписать. Очень много ученых защитили диссертации авторитетные, они еще живы, да, и так далее. У них целая школа, за ними столько, так сказать, идут целая цепь, целое звено идет по их стопам, да, создают эти парадигмы. Но факт тот, что научная наука уже давно доказала, что как таковой материи вообще нет. Да, в этом смысле. There is also an answer to this question that when all these theories they were created, people believed that atom is indivisible, but later on the scientists proved that atom can be divided into smaller parts, and the smallest item is quant, and it's an energy. So the scientists they proved that there is no matter, actually it's energy. So and we can also use this argument, but the textbooks there, it's not so easy to rewrite them. It will take some time to rewrite everything in the textbooks that is said there. The work of the journalist is very important here. Очень важна работа журналиста здесь. Because they bring to the public these lofty ideas that are hanging out there and make it accessible to the people. Потому что именно журналисты, они вот эти идеи, которые витают там среди ученых, они делают доступными для обычных людей. Просто нужно даже взять, есть факты открытия атома, в смысле структуры атома. 21 год, нужно посмотреть. Именно ученых, а когда был открыт структура атома? Это начало 20-го столетия. 21-й, по-моему, еще они параллельно два открытия были сделаны. 19-й, 21 год, по-моему, что-то вот в этом роде. О том, что атом делим. И тогда уже стало очевидно, что уже был удар по материализму серьезно. А мы до сих пор еще на уровне 19 века. Все наши учебники. Об этом нужно говорить. Всем людям, да? So you should take the discoveries that the atom is dividable and the structure of the atom, which were done in the beginning of the 20th century, and you should tell about people. You should tell people about these discoveries, and because now all our textbooks are like from the 19th century. That we don't know that actually atom is divisible into different parts. It's not. Well, it is true that most of the science that we get nowadays, especially in physics, is from basically like Newtonian physics. Да, на самом деле это так и есть, что
большинство знаний, которые у нас есть в учебниках физики, это знания, которые, ньютоновская физика фактически. Although the idea that matter is another form. Okay, let me see. The idea that within matter there's a duality. There's you can say that there's energy in it. It has been quite popularized by Einstein. И идея о том, что в материи есть энергия, она была очень широко популяризирована Эйнштейном. So that concept there, is quite well known among the general populace. И эта идея, она достаточно широко известна, обычным людям. There are much more interesting ideas though in our philosophy that regarding the nature of matter and the nature of the soul that we can present though. Но в нашей философии есть гораздо более привлекательные знания о том, что является природой материи и природой души, что основное. I was speaking about that yesterday at the Joint Institute for National Research in Dublin. Я вчера говорила об этом в Дубне. So it's working research. То есть это исследование, которое сейчас проводим. То есть есть запись, да? Есть записи выступления. Нужно посмотреть. There is a video of your presentation, right? Yeah. So, thanks to Damla Pandafur. Есть время еще вот один вопрос? Да. И у меня два вопроса. И первый вопрос, как оказалось, касающийся эволюции видов, да, тоже, что они, вот я согласен с тем, что они в определенных рамках эволюционировали, да, но вот то, что преданные иногда говорят, и ссылаясь на Шрилу Прабхупаду, чтобы тоже вот эволюция, что виды эволюционируют живое существо из одного вида в другой, пока 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, да? Вот. Но здесь я думаю, что Шрила Прабхупада не имел в виду ту эволюцию, которую мы имеем в виду, да, что оно развивается, а имел в виду, что оно, трансмиграцию просто. То есть вот он это слово применил. Почему? Потому что мы можем эволюционировать, у нас есть выбор только в человеческой форме жизни, а в тех формах жизни животных, иных, да, неподвижных, мы просто отрабатываем. То есть это результат наших желаний просто. Просто мы отрабатываем вот таким образом, проходя через эти формы жизни, эволюционируют наши желания. Но вот только в человеческой форме жизни возможна эволюция. Это вот первый момент. So, some devotees, they quote Srila Prabhupada that the living entity, there is an evolution of the living entity through the species, but actually Srila Prabhupada, and he also used this word transmigration because they cannot, because in the animal species, the living entity cannot choose. There is a choice only when he is a human being. So it's actually a transmigration. It's not an evolution because we just when the living entity is a human being, that it can decide there can be an evolution, but before that there is just only a transmigration through the species, right? The Prabhupada used actually the word evolution in some places to talk about how it was more like to talk about how the consciousness would become broader and broader, and he just called it evolution. Maybe just trying to use the word in a different sense. Шрила Прабхупада на самом деле в некоторых местах использовал слово эволюция, но, скорее всего, он подразумевал под этим то, что, проходя через разные виды, сознание расширяется. И вот в этом смысле он использовал термин эволюция. It's not really evolution, as you say, but
it follows sort of like the same path, so it's so almost like the same logic. So that's why he was using it in some cases. То есть это не эволюция в том смысле, в котором вы сейчас объяснили, но проходит похожие периоды, ну как похожий путь, поэтому, возможно, он использовал это слово, потому что как похожий. Whether we actually use that word or not when we present a model, that will depend on the model that we developed. И будем ли мы использовать этот термин эволюция или не будем, это будет зависеть от самой модели, которую мы разработаем. Просто ученики Шрила Прабхупады, такие как Прабхавишна Махарадж, самый такой педантичный в этом плане Махарадж, который исследует каждому слову Шрила Прабхупады, отвечая на этот вопрос, он говорит так, да, Шрила Прабхупада говорила об эволюции, но он имел в виду эволюцию сознания, точно так же, как говорил Прабхупада. То есть человек сначала, помните, с капелькой воды он становится, проникает, он становится травинкой, да, затем его сознание расширяется, он поселяется в тело более совершенного существа, более совершенного, да, и так далее. Вот таким образом сознание его эволюционирует. Ну, то есть то, что говорит Прабхупада, так говорят ученики Шрила Прабхупады. В частности, как Кришна, я сама слышала ответ на этот вопрос. So the disciples of Srila Prabhupada, especially Prabhupada Maharaj, who is who sticks to the words of Srila Prabhupada, he is very strict in it, and he says that yes, Srila Prabhupada used this term evolution, but he talked about the evolution of consciousness. So the living entity, its consciousness is developed, it becomes broader, and that's why he used this term evolution. It's a broad use of the word. То есть это широкое использование термина. Ну, а еще один момент. Вот я тоже не согласен, что где было указано, как мы должны проповедовать, да, что нельзя жесткими какими-то аргументами. Я считаю, что нужно несколькими способами. Это не здесь, это не вот в этом слайде, а в предыдущем, одном из предыдущих слайдов, что нельзя вот жесткими аргументами разбивать вот эту теорию эволюции данных. А я считаю, что нужно несколькими способами. Как и искать точки соприкосновения, да, которые как это лояльная, да, позиция, и также жесткая должна быть позиция. То есть несколькими способами проповедовать, я считаю. Разные люди должны быть несколько. Да, у каждого своя свобода. Кто-то шашкой рубит, а кто-то мягко стелит. So for those who distribute books and who preach, I think that we shouldn't defeat the theories, the evolutionary theories, just very by strong arguments. But there should be two ways. One should, on one point, we should find some points which are similar, and like it's a very liberal way, and the other is that we should defeat the theories by strong arguments. So everybody can choose which way they want to use. Yes, right now, as I said, even the sciences devotees are divided as to how to do it. Как я сказала, что в данный момент даже ученые преданные, они как бы разделены на эти две группы, каким образом проповедовать. And we're trying to see how to work with all of these ideas together. И мы пытаемся понять, каким образом мы можем все эти разные идеи с ними работать. In some cases, you might need very strong arguments, and in some others, you might want to, be much more nuanced. В некоторых случаях нужно использовать жесткие аргументы, а в некоторых случаях нужно подходить и использовать, применять всякие разные нюансы, говорить о них. And use the friendly approach. И использовать дружелюбный подход. Основная стратегия, что это именно как бы альтернативную картину мира. То есть обычно, как даже теория эволюции, как-то например,
других конфессий, они обычно, пытаются развить, как-то развить те аргументы, и те, кто за теорию эволюции, они говорят, вот вы пытаетесь нас разбить, но ничего взамен не предоставляете, какой-то цельной картины, как все произошло и так далее. То есть, я поняла, что здесь предлагается именно дать вот эту альтернативу, как бы полноценную. So as far as I understand, you try to create an alternative worldview, wholesome approach, to give a wholesome approach, because people from different confessions, they try to defeat the evolutionary theory, and those who preach the evolutionary theory, they say, okay, you just broke our theory, but you didn't give us any other theory or any other worldview that we can use. So as far as I understand, you should try to create a new approach, Yes, give a new picture. Generally, the scientists, the way that they bring new ideas, they don't just completely say like, okay, everything that you did is wrong, but they also say like, and here is my new proposition. Это обычно именно таким образом ученые они действуют, и так происходит их работа. Они не просто говорят, что вы до этого все делали неправильно. Они говорят, вы до этого все делали неправильно, и вот я предлагаю новое. Why is it that the idea of there being a soul did not catch on which was given by Descartes back in the 1600s, I think? И почему идея о душе, она it was not accepted? It was not taken in. Почему идея о душе, которую предлагал Декарт в 17 веке, она не была принята? Because he could not give any mechanisms and further research for it. Потому что он не предложил никакого механизма для того, чтобы исследовать эту теорию. While the idea of the body working and doing everything, it gave so many research avenues. В то время как вот эта идея о том, что тело, материя все производит, она дала очень много возможностей для исследования этого метода. At that time, Descartes, I believe, had not seen the Srimad Bhagavatam. Otherwise, he would have had so much more to say about the subject. Я думаю, что у Декарта просто у него не было возможности прочитать Шримад Бхагаватам, иначе у него бы гораздо было больше идей и методов для того, чтобы продвигать свою концепцию. And new lines of research could have opened up from that. И из этого, если бы он читал Шримад Бхагаватам, то тогда бы могли возникнуть новые направления исследований. That's what we're trying to do now. И вот это мы сейчас пытаемся сделать. Спасибо, дорогие преданные. И мы приглашаем вас в это же место завтра. Сколько у нас? 18 или 18:30? 18. 6 часов вечера. Если вы сможете, пожалуйста, приходите. Завтра будет очень интересная лекция по космологии ведической. Вообще по космологии. Там очень много материала. И Мурари Гопал единственный, пожалуй, специалист в этой области. Он подхватил эстафету Садхгуру Прабху, развивает и продолжает, принимает область исследования. Больше у нас нет таких ученых. Приходите, пожалуйста. И если вас можно попросить кого-то еще оповестить, вот есть там прямо из знакомых, вот я была на такой-то лекции, пожалуйста, приходите, чтобы только так, вот такой вот самый надежный способ, когда мы кого-то приглашаем, да, и приводим с собой, если можно. Можно вас попросить об этом, хорошо? По времени 2 часа, да? Да, 2 часа по времени. Можно, если что, надо договориться, может вам остаться здесь ночевать, если вы из Москвы едете, да? Может, если у кого-то ночевать, даже договориться заранее. Я подумаю. Ну, Я подумаю, как можно. Ну да, что больше наверняка Сергей. И берите с собой еще какую-то аудиторию, берите, чтобы мы все наши стулья были заполнены. Не хватало. Еще принесем. Да.
Хорошо, спасибо вам огромное за то, что вы пришли. И я думаю, сейчас еще поговорим.